минуточку сейчас. Представьтесь, пожалуйста. Капитан третьего ранга повар Владимир Кириллович. Скажите, пожалуйста, что для вас значит этот день, День освобождения Донбасса, и что он значит для всего нашего края? Этот день – день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И он значит для нашего края восстановление мирной жизни, восстановление послевоенного периода, восстановление всех производств, шахт, заводов, вот, и счастье для нашего народа. То есть фашистов выгнали, мы строим новое государство, государство сейчас строим много, а в то время восстанавливали и Донбасс, бывший город Сталина, стал красавцем. Здесь люди жили, рождаются и умирают. Это земля наша, и она не будет никогда отдана другим. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем боевом опыте. Вот я вижу, у вас наград много. Да, я инвалид Великой Отечественной войны. Воевать мне долго не пришлось. В основном после этого я служил в вооруженных силах. А за войну мне... Вот именно о войне расскажите, О пожалуйста. войне. 4 дня войны, тяжелейшее ранение и 2 года госпиталя. Вот это вот все. А где это произошло? Это произошло на Полтавской области, Адельский район, село Лютелька. Оно сейчас свободно, там стоит памятник. Вот. В каком году? Я ездил туда, бывал. Ну, я говорю, в каком году это произошло? В 43-м году. Это во время уже освобождения, да? Да. Я понял. А вот я вижу, наград у вас много. Какая для вас наиболее значимая? Самое значимое для меня это первая медаль за победу над Германией. Все, я понял, спасибо. Я еще мальчишка, мне ее вручил. Я понял. И последний вопрос. Сколько вам лет? Ваш возраст? 80 лет. Все, спасибо вам большое. Митинг, посвященный 73-й годовщине освобождения Донбасса, объявляется открытым. Великий Донбасс, честь и гордость народа, богатые недра леса и поля, наш край трудовой, наша жизнь и свобода, навеки хранимая Богом земля. Царство республика, наша народная,
уважаемые ветераны, участники митинга, с праздником вас поздравляет самая юная участница нашего митинга Ангелина Карпека. Я приветствую вас, дорогие ветераны, а также жители города Донецка. С праздником вас, с Днем освобождения Донбасса! Мира, любви, благополучия вам! Поклон вам низкие ветераны! Как мало вас стало сейчас! Из жизни уходят с годами все те, кто так дорог для нас. За Родину кровь проливали, за внуков, детей и за нас. В жестоких боях погибали, бывало неравных подчас. Из пепла страну возрождали, мы вами гордимся сейчас. И миру всему доказали, врагу не сдается Донбасс. Спасибо большое. Дорогие друзья, и под такие же аплодисменты позвольте пригласить на эту сцену участника боевых действий в Великой Отечественной войне, ветерана Дмитрия Федоровича Будякова. Слово предоставляется участнику боевых действий в Великой Отечественной войне, ветерану Дмитрию Федоровичу Будякову. Дорогие товарищи, от имени воинов-освободителей Донбасса поздравляю всех присутствующих на митинге 73-й годовщины. Годовщины освобождения нашего славного шахтерского края от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 1943 года войска Южного и Юго-Западных фронтов под командой генерала-полковника Толбухина, генерала армии Малиновского одержали крупную победу в Донецком бассейне. Отличившимся соединениями частям были присвоены наименования освобожденных ими городов. Так, наименование сталинских присвоено 50-й, гвардейской, 301-й и 230-й стрелковым дивизиям. Всем войскам, освобождающим Донбасс от немецко-фашистских полчищ, верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин объявил благодарность. Москва от имени Родины салютовала освободителям Донбасса артиллерийскими залпами из 224 орудий. А 8 мая 1945 года гитлеровский фашизм был окончательно уничтожен советскими и союзными войсками. Мы думали, что это на века, но ошиблись. В незалежной Украине спустя 65 лет после победы возродился фашизм и расцвел национализм. Донбасс никто не ставил на колени, поэтому против неофашистов восстали трудящиеся двух республик – Донецкой и Луганской народных республик. И вот уже более 2 лет украинские захватчики частично оккупировали территорию Донецкой и Луганской областей. Ведут войну против мирного населения Донбасса, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков. Разрушают населенные пункты, школы, детские сады, больницы, заводы, шахты. С сентября 1943 года уничтожил оккупантов нашего края. Верю, что в скором будущем народная армия наших республик уничтожит украинских фашистов, потомков бендеровцев. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами. Спасибо большое, Дмитрий Федорович. Примите, пожалуйста, цветы. Дмитрий Федорович. Спасибо. Спасибо.
Слово предоставляется Юлии Кудратовой. Дорогие ветераны, сегодня мы празднуем День освобождения Донбасса и столицы нашей республики, города Донецка, от фашистского порабощения. Это день памяти, день, когда мы вспоминаем и горе, и радость. Сегодня мы, ваши дети, внуки и правнуки счастливы, что у нас есть возможность поздравить вас, дорогие ветераны. Этот день вошел в сердца каждого из нас как символ героизма и мужественности, как несклонность народа, который смог отстоять мир на нашей родной земле. И сегодня мы поздравляем вас с этим праздником. Раньше жители Донбасса даже не представляли, что такое война. Мы знали о ней из ваших рассказов и воспоминаний. Сейчас же мы лучше понимаем вас, дорогие ветераны. То, что происходит на нашей земле сейчас, никто не мог даже представить. Но верьте, нам хватит силы и мужества всем вместе отстоять нашу жизнь и свободу. Мы вместе вернем мир на нашу землю и в наши сердца. Спасибо вам за ваш героизм, за ваше мужество, за нашу жизнь. И сегодня мы празднуем День великой воинской славы. Желаем вам счастья, здоровья, любви и внимания от ваших родных и близких. Мира нам и нашей земле. С праздником, дорогие ветераны! С Днем освобождения Донбасса и нашего любимого города Донецка! Спасибо за теплые слова.
Right now we're in the center of Donetsk, and we have just witnessed the celebration for the day of liberation of Donbass from the German Nazi army by the Soviet army in 1943.